И всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, у нас здесь вторая фаза финального босса. Ну, не то чтобы прям сильно что-то поменялось, у него здесь появилось, где у нас здесь, больше ослабления тут, уязвимость, вот это вот штраф к атаке, везде игнорирование щитов появилось, рассеивание усиления, по-моему, было, запрет усилений, запрет щита лечения, здесь сбивание энергии, да, если нету у нас усилений. Ну, в общем, судя по командам, мало что особо поменялось. Здесь у нас уже отбили люди команды свои. Видим, Живеньев плюс 2, 655 с Ирмушем. Здесь у нас плюс 3 Лельванис 520. Рук с рейтой 1 100 000. А здесь у нас Билдель, да, 500 почти. Кстати, для плюс 2 очень даже неплохо. Что у нас здесь? Ребрышки. Куча сопротивления у всех. Плащ. У Шины мало сопротивления. У Билдель тоже минимум. Здесь у нас сбор с Ацилией. Была здесь Анализис, новая наша птаха. Но, видимо, она по лечению не тянет. Плюс ко всему, сейчас очень много ослаблений. Нужно их все снимать. И Ацилия все-таки здесь получше, но урон похуже. Такая вот команда. Горение у нас здесь теперь с Синареллом. Я не помню, с кем она была до этого, если честно. Ну, в общем, с Синареллом. Синарелл у нас не очень такой стабильный. Из-за того, что очки здоровья у нас здесь прыгают в команде, он очень часто срывается и кидает свой абсолютный навык не туда. И это портит все прохождение. Ну, Инфернала, я думаю, что он уже показывал, какой командой он бил. Здесь у него вот такие показатели. Не буду углубляться, у него здесь очень много пробуждений, да и в принципе он сам в видео, думаю, про свои команды рассказал уже. Так, здесь у нас топ-3 с Викуком. Кстати, с Викуком довольно-таки стабильная команда. И урон у меня, например, не хуже, чем с Рейтой. Удивительно, я не знаю, как так, но как-то так. Возможно, вопросы ко мне. Здесь у нас Кэтрин одна, кстати, справляется с часами. И справляется довольно-таки неплохо. В остальном все то же самое. Видим, сопротивление здесь не нужно. Никому. Здесь у нас горение. Так, 400 почти. Плюс 3, 476 маловато. Здесь плюс 4, 446 маловато. И 511 тоже маловато. Так, здесь у нас... Ну, здесь не будем смотреть. Наверное, я так вот быстренько пролистаю, потому что здесь человек не отбил еще. Фес наш. Кстати, очень даже неплохо. Плюс 2, 478. Я никак не могу завести эту команду. Она у меня набивает максимум... у меня на 50% меньше критического урона. На 50%. Ну, это может, да. Я где-то 430 максимум набивал. Тоже с Викуком. И горение с Синареллом. Ладно, здесь больше ничего нового мы не увидим. Давайте посмотрим, что у меня за команды. Я немного потратил времени тут сегодня. Ну как немного? Полдня, наверное. Ну а прежде чем смотреть команды, давайте посмотрим кое-что еще. Если донатить хочется, а переплачивать нет, то есть сервис донатов нет. Это сервис по донату не только в нашу любимую ДХшечку, но и во многие другие игры. Причем с адекватными ценами, часто ниже, чем если покупать напрямую в самой игре. Кошелек скажет спасибо, ну а на сэкономленные средства вы, конечно же, сможете задонатить еще. Разве это не замечательно? Ну и каждый донат также дает возможность поучаствовать в розыгрышах на сайте или телеграм-группе, которые проводятся на регулярной основе. Также помимо доната можно пополнить Steam, PlayStation Store и другие сервисы. Все в одном месте. А если вдруг возникнут вопросы, всегда можно обратиться к службе поддержки, которая оперативно вам поможет. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай скидочный купон на первую покупку. Чтобы нашу козюлечку попинать так, чтобы появились у меня, ну, более-менее команды для вас. Так, здесь у нас горение. Я сохраню последний вариант свой. Я расстановку сделал такую, подсмотрел у челленджера. Вроде бы здесь чаще тогда Дурем получает удар. И, соответственно, Синарелл более-менее бывает иногда стабильно именно на него накладывает, потому что у него здоровья меньше. Но он очень часто промахивается, и поэтому самый надежный вариант — это делать вручную. Вручную кидать ему его абсолютный навык.
Итак, Синарел здесь с кучей сопротивления и с посохом, да? Зракс у нас здесь с ракушкой. Скорость атаки я ему побольше сделал. Сопротивление можно побольше. Карф тоже сопротивление куча. Ребра он у нас на заливке. Точности вообще, кстати, можно и побольше. Дурем у меня здесь тоже точность 200. Так, опять 200 крит урон больше я не смог наковырять. То есть, ну, как-то так. Сопротивление мы ему не делаем. И Пайкстон тоже сопротивление, точность и ему плащ. Из-за плаща он здесь срабатывает 50%, да. И вот этот разлом защиты, который босс на нас и уязвимость накладывает. Причем на 30 секунд. Довольно-таки сильно урон за бой зависит от того, как сработает плащ. И это, в принципе, актуально для всех команд. Если не хотите, или у вас нету возможности на автобое, да, перекрутить бои, можете с Синарелом вручную на Дурема направлять. Это будет более надежно. Такая вот схема снаряжения. И вот такие вот тайминги. Пробовал 17.1. Вообще у неустрашимых 17.1 у меня работает. Но здесь 17.2 почему-то, ну, съезжает. Дурем не держит. Поэтому я поставил 17.2. В остальном вот такие вот тайминги. Набивают они где-то, ну, в зависимости от вашего снаряжения, да, и успеха с плащом и всем остальным. Ну, может быть, 450 набьют. В лучшем случае у меня набивали 410, 420, где-то так. Также вы можете вместо Синарела поставить Рейту, и тогда все будет гораздо стабильнее. И урон у меня был, по-моему, в районе 400, ну, примерно так же, 50, что такое. 430 точно у меня было. Выше не набивал, но, думаю, смогут. И Рейту мы можем забрать у Рука, потому что мы здесь спокойно ставим Викука, он вполне себе стабильный, держит команду, и, в принципе, из-за него ничего менять здесь особо и не приходится. То есть это обычное снаряжение с воронки, команда с воронки. Единственное, что у нас здесь Викук. Тайминги сразу покажу вот такие. Схема снаряжения мы видим. 1 100 000 они у меня набивали. Можно больше, все зависит от снаряжения, там, от ускорения, ну, сами понимаете, да? Ну, 1 100 000 они мы набивали. Расстановка вот такая, вокруг Джорна. И единственный, кто здесь сопротивление, это у нас Викук. А, нет, по-моему, Джорн тоже. Точность ему сколько смог, чтобы он иногда тоже, вдруг, если Джорн там промахнется, либо будет какое-то окно, чтобы он накладывал дополнительный штраф к атаке. Джорн у нас тоже сопротивление, с ракушкой, ускорение можно побольше, да? Ну, то есть там 60-70, сколько получится. Шмыгля у меня вот такая. Атаки у меня вроде бы неплохо, но критический урон, сами видите, слабенький. Что поделать, как-то со снаряжением в этом сезоне у меня просто беда. Рук у меня вот такой, 100% нету, но что поделать? Что поделать? И Сакреди, она у меня в урон. Тоже, опять же, обращу внимание, крит урона у меня очень мало. Атаки вроде более-менее, но крит урон, конечно, у меня печаль-беда. Так, Викука я вроде бы показывал. Да, показывал. Ну, код у меня везде одинаковый, я не буду его показывать постоянно, поэтому... Такая вот команда, 1 100 000 они набивали. Нюансов в бою как таковых нету. Единственное, что если проходит там ослабление, например, на запрет лечения, ну и, в общем, становится печально. Тогда кто-нибудь умирает. Такое бывает. Бывает не то чтобы прям очень часто, но частенько. Тем более Джорн заливает хаотично, да, и поэтому тоже стабильность из-за этого страдает. В общем, перекручивайте бои. Команда в любом случае, можно сказать, бюджетная и плюс ко всему более-менее стабильная. Вот такой вариант у меня с рейтой, 430 я набивал. То есть все то же самое, только здесь рейта. Единственное, что я тайминги вообще не трогал, не проверял. Вот такие тайминги. Вот такой интересный вариант. Итак, здесь у нас команда сбора. И здесь вариант у меня с Ардред. Не знаю, насколько хорошо они будут работать, если у вас Ардред без пробуждения. Я думаю, что они справятся. Ардред у нас здесь имеет огромное количество сопротивления. Алтон тоже сопротивление. Он у нас на разломе. Куберк у нас сопротивление сколько смог. Маловато, конечно, но учитывая, что Ардред даст 120, да, плюс у нас там баф, плюс у нас стихии, ну, получается более-менее. Гладис у нас так с артефактом. Если она у вас без артефакта, можно, в принципе, ставить ее на разлом. Это, возможно, будет постабильнее, поинтереснее. Лорентиль тоже с сопротивлением, вот такой вот. Хотя, может быть, ей лучше ставить какой-нибудь артефакт на увеличение урона. Например, так, у меня здесь... А, да, у меня плащ есть. Ну, не знаю, сундук, может быть, тогда ей. А может быть, какой-нибудь критический урон. Ну, надо проверять, я не проверял. Тайминги сразу покажу. Они начинают в порядке, да, в определенном, но потом продолжают по умолчанию.
Я пробовал с таймингами получается похуже. Ардред у нас 15 секунд, я тоже пробовал без таймингов, но сами понимаете, даже с учетом скорости ее перезарядки, плюс заливка, плюс ускорение, да, которое у нас там от босса, от бафа. Получается не очень, потому что каждый раз через 2 секунды теряются. Ну, то есть 10%. Она не заливает, потому что только раз в 15 секунд. Поэтому с таймингами получше. Набивают они здесь 350 миллионов. Вполне себе неплохой результат, я думаю. С учетом моих пробуждений, здесь Хуберг у меня плюс 4, да, Олень плюс 3 всего лишь, Алтон тут плюс 3. Я думаю, что нормально. В бою показывать нечего, просто бьют. Дикость я здесь уже не использую, то есть я буду использовать сбор, это надо было сделать изначально, они набивают больше. Нет, примерно столько же, но при этом делают это более стабильно. Призыв чуть-чуть улучшил, 420. Чуть-чуть улучшил, я уже не помню, что я поменял, по-моему, тайминги. Хотя примерно то же самое. Что-то там переодевал в снаряжение, я уже, если честно, не помню. Что-то подкрутил чуть-чуть. И в итоге стало чуть получше. Расстановка у меня вот такая. Он здесь на всякий случай еще раздает сопротивление, чтобы уже наверняка у них ничего не сбивалось. У нас здесь все сопротивления. Бернейт. Опять же из-за плаща сильно гуляет урон. И Лильванис я чуть-чуть подкрутил. Видим, 284 тысячи. Чуть-чуть получше стало. А в основном все то же самое. В бою показывать нечего. Ледяной взрыв я вообще просто не трогал. Я оставил его как есть, и он в принципе очень даже неплохо справляется. Те же самые цифры, по-моему, набивает. То есть 460-480. Тайминги у меня вот такие. По-моему, у меня были такие же. Я уже, если честно, не помню. А в остальном у меня здесь все то же самое, что и было. И те же самые цифры. Расстановка вокруг Фини. Ну и в принципе все. Фредгунда за Билдель. Давайте прощелкаю. Можно побольше сопротивления, конечно же. Хотя, учитывая, сколько она раздает, и что она баф дает на сопротивление, я думаю, что вполне себе нормально. Но можно побольше, чтобы прям наверняка. И неустрашимых я тоже вообще не трогал. Вот вообще не трогал. И ничего у меня не поменялось. Они также 570, 580 набивают. Меня это полностью устраивает, поэтому я оставляю все как есть. И я обращу внимание, да, 17.1. Не знаю, почему на горе нет 17.2 потребовало, не знаю. Но здесь 17.1. Тот же самый урон я здесь сегодня написал, 570-580 они бьют. Напомню, да, как они тут стоят. В линию тот же Таривол, та же Живеньев, та же Судха, та же Ацилия и та же Настенка. Давайте я сейчас отобью уже урон свой, да, всех команд и покажу свои результаты. Ну и отбил я все свои попытки, получился вот такой вот урон. Посмотрим, давайте здесь вот. Не стал я прям сильно упарываться. Что выбили за те автобои, которые у меня были, то и выбили. Не понравился мне, конечно, вот этот урон с рейтой. Этот мне тоже не понравился, учитывая мое пробуждение. Но я никакого желания не имею. Ой, тратить время сидеть с тем, чтобы это улучшить. Босс довольно-таки простенький, да, но, к сожалению, я под конец сезона уже выгорел. На этом все. Всем спасибо. Всем удачи и всем пока.